Всем привет! Мы сегодня с вами вяжем вот такой интересный объемный узор. Очень просто вяжется, я думаю, что справится и каждый начинающий. Я вам желаю приятного просмотра. Петли для узора я уже набрала. Я набрала 32 петли, то есть раппорт узора здесь состоит из 10 петель плюс 2 кромочные. Я набрала 32 петли. Теперь начинаем вязание. Первый ряд. Кромочную петлю я снимаю. И первый ряд мы провязываем все петли лицевыми. Я вяжу обычные петли, не перекрещенные, потому что некоторые спрашивают или говорят, что вяжешь по-другому, то есть есть два способа вязания, как можно ввязывать петли. Я вяжу не классическим, а, по-моему, называется бабкин способ, не могу сейчас сказать. То есть я провязываю обычные петли. Последнюю петлю кромочную я провязываю тоже лицевой. Ее можно также провязывать изнаночной петлей. Поворачиваю вязание. Кромочную, так как я ее провязала лицевой, я ее снимаю таким образом, что нить ложу перед работой и снимаю кромочную. Если изнаночной, то нить остается за работой. И второй ряд я провязываю все петли изнаночными. Изнаночную петлю я провязала. В конце ряда провязываю последнюю изнаночную петлю и кромочную я провязываю лицевой. Поворачиваю работу, и теперь мы с вами вяжем третий ряд. Кромочную петлю я снимаю, провязываю первые 3 петли изнаночными петлями. Теперь я следующие 4 петли я снимаю на правую спицу, нить при этом остается за работой. 4 петли я снимаю. Немножко растягиваем здесь вязание, чтобы нить у нас не вот здесь не стягивала. Немножко можно придержать. И теперь провязываю. И теперь провязываю 6 изнаночных. Вторая изнаночная, третья, четвертая, пятая и шестая изнаночные петли. И теперь мы повторяем. 4 петли я снимаю на правую спицу, нить за работой. Немножко расправляем вязание, придерживаем нить и вяжу 6 изнаночных петель. Я провязываю их за заднюю стенку, потому что у меня петля правая дужка, она у меня лежит сзади. Если у вас петля вот таким образом лежит, то вы провязываете ее с передней стороны. То есть правая дужка у меня лежит сзади, поэтому я ее провязываю изнаночную как бы с задней стороны за правую дужку. То есть я провязываю 6 изнаночных. Четыре лицевые я снимаю, нить за работой. Придерживаю немножко нить сзади и вяжу 3 изнаночных. И последнюю кромочную я провязываю лицевой. Теперь
поворачиваю работу. И здесь мы практически вяжем все по рисунку. Я вяжу сейчас 3 лицевые. И следующие 4 петли, они у нас сняты. Мы их также снимаем нить перед работой. Вот. И теперь опять провязываем 6 лицевых по рисунку. И 4, вот так вот выглядит, 4 петли, которые у нас были сняты. Мы их также снимаем нить перед работой. И 6 лицевых. Четыре петли снимаем, опять же, нить перед работой. И в конце ряда я провязываю 3 лицевые. И последнюю петлю кромочную тоже лицевой. Поворачиваю вязание. И теперь вяжем 5-й ряд, так же как и 3-й. То есть мы повторяем. Кромочную я снимаю, провязываю 3 изнаночных, 4 петли снимаем, нить за работой, шесть изнаночных. И так вяжем дальше, 4 петли снимаем, нить за работой, 6 изнаночных. Четыре снимаем, нить за работой, и последние 3 петли провязываем изнаночной. И последнюю петлю лицевой. Поворачиваем вязание. И здесь опять вяжем все по рисунку, можно сказать. Кромочную я снимаю, провязываю 3 лицевых. И 4 петли снимаю, нить перед работой. И провязываю 6 лицевых. И опять 4 петли снимаем, нить перед работой, 6 лицевых и так далее. И провяжем еще последние петли, 4 снимаем, и в конце ряда 3 лицевых. И кромочная лицевая. Поворачиваем работу. И теперь мы с вами вяжем 7-й ряд. 7-й ряд я вяжу все петли лицевыми. Изнаночные петли я тоже провязываю лицевыми петлями. Восьмой ряд я провязываю все петли изнаночными.
То есть вяжем по рисунку. 9 ряд я провязываю все петли лицевыми, и 10 ряд провязываю все петли изнаночными. И мы с вами встретимся в 11 ряду. Вот я провязала еще 2 ряда, и теперь мы с вами будем вязать 11 ряд. Кромочную я снимаю. И теперь 2 петли я снимаю на правую спицу, нить за работой. И провязываю 6 изнаночных. То есть мы вяжем практически то же самое, только смещаем вязание. Теперь мы снимаем 4 петли, нить за работой и 6 изнаночных. 4 петли снимаем, нить за работой, 6 изнаночных. Две последние петли я снимаю, нить за работой, и кромочную провязываю лицевой. Поворачиваю вязание, и изнаночный ряд вяжу все по рисунку. Кромочную я снимаю. Первые 2 петли мы их снимали. Я также нить ложу перед работой и снимаю 2 петли. 6 лицевых. Нить перед работой, 4 петли снимаю на правую спицу. Шесть лицевых. И так вяжем до конца ряда, как мы уже вязали. В конце ряда у нас 2 петли сняты, я их также снимаю, нить перед работой, и кромочную я провязываю лицевой. И таким образом мы вяжем следующие ряды. То есть 13 ряд мы повторяем. Первые 2 петли я снимаю, 6 изнаночных и так далее. Тринадцатый-14 ряд я провязала. Теперь мы вяжем 17 ряд. Все петли провязываю лицевыми. В 18 ряд я все петли провязываю изнаночными. Из 19 ряда мы повторяем вязание с 1 ряда. Ну, так вот выглядит 1-2 ряд. Я уже тоже провязала. Это тоже лицевой и изнаночный ряд. И теперь мы провязываем с 3 ряда, повторяем все. То есть я вяжу 3 изнаночных. И 4 петли я снимаю, нить за работой. Шесть изнаночных. Четыре петли снимаю, нить за работой. Итак, продолжаем вязание. Вот так вот выглядит узор. Я вам желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал.
Пишите комментарии, ставьте лайки, буду очень рада. И до следующей встречи.